Привет, друзья! Сегодня поработаем с вами с профильной трубой. В моем случае это будет 30 на 30. Сделаем отличный, красивейший стул в стиле лофт. Я думаю, вам все понравится. Ну а я расскажу вам все подетально, так что досмотрите ролик до конца, не забудьте подписаться. Первым делом отмеряю кусок 330 мм и запиливаю при помощи УШМ под 45 градусов. Таких кусков мне нужно будет 8 штук. Но тут я вспомнил, что есть монтажная пила по металлу, и процесс пошел гораздо быстрее. И тем более соблюдаются четкие углы под 45 градусов. После того, как напилил все 8 кусков, теперь их необходимо подготовить под сварочные работы. Для этого при помощи УШМ зарезаю кромку. Так поступает со всех сторон. Ну а дальше, как понимаете, будут сварочные работы. Для этого буду использовать магнитный уголок, при помощи которого выставляю под 90 градусов. И далее прихватываю на 2 прихватки. И так поступаю со всех сторон. Для чего я так делаю? Чтобы потом можно было проверить диагональ и все размеры. Все размеры совпадают. Теперь переворачиваю заготовку и прихватываю также на прихватке с другой стороны. Так поступаю с двумя квадратами. Да-да, вы не ослышались, получилось именно 2 квадрата 330 на 330. Ну вот, отлично, получилось все симметрично, теперь провариваю сплошным швом. Далее, после сварки, при помощи шлифовального круга зачищаю сварочные швы. Далее при помощи лепесткового круга сглаживаю все острые углы и при помощи кораллового диска зачищаю профильную трубу. Чем хорош коралловый диск? Он снимает ржавчину, всякий налет, но не снимает сам металл. То есть мы его не утончаем. Далее на профильной трубе делаю разметку шагом 3,6 мм. Разметку делаю с двух сторон на 2 квадратах. Далее разметку центрую и при помощи керна керню. Далее прихожу к сверлильному станку и делаю отверстие примерно 11,5 мм при помощи конусного сверла. Таких отверстий будет по 8 штук с каждой стороны. Далее в ход у меня пойдет кругляк диаметром 10 мм. За кадром я, конечно, уже зачистил, чтобы приятно было работать. Делаю разметку по 500 мм и отпиливаю при помощи УШМ. Таких кусков мне нужно будет 16 штук. За кадром кругляк установил в отверстие и повернул на 90 градусов. И тут я уже понял, что будет красота. Ну а далее с другой стороны вставлял все поочередно. Ну и когда кругляк был установлен, зажал конструкцию при помощи струбцин. Так будет надежнее и конструкция не сместится при сварочных работах. И также не будет деформации. При помощи рулетки снял все размеры, чтобы было все симметрично. Ну а далее приступаю к сварочным работам. Сначала, конечно, я все прихватил, и потом снял струбцины и все уже проварил. И на выходе получаем красивейшую конструкцию. Смотрится очень классно. Также заранее забегу, конструкция очень устойчивая и крепкая. Ну а далее делаю разметку, с двух сторон отступая по 60 мм и сразу центрую. Обязательно все керню и делаю 4 сквозных отверстия диаметром 4 мм. Далее переворачиваю конструкцию для того, чтобы можно было расширить наше отверстие до диаметра 12 мм. Ну а конструкция наша готова, и дальше у нас будут покрасочные работы. Но для этого необходимо сначала обезжирить. А наносить обезжириватель очень удобно с распылителя. Далее вытираю насухо и буду красить черной акриловой краской из аэрозоля. Буду красить 2 слоя с промежуточной сушкой 5-10 минут. Ну а после окрашивания металлической конструкции перехожу работать с деревом. Работать буду с ясенем. В моем случае это остаток склеенного щита толщиной 40 мм. С одной стороны он уже имеет ширину 350 мм. Ну а мы же сделаем квадрат 350 на 350. Ну а я же делаю разметку и при помощи самодельной шины и циркулярной пилы отрезаю в размер. Ну а тут мне при помощи краски захотелось оставить след на своей работе. Но почему-то этого не видно. Ну а я знаю уже, как выйти из ситуации. Перехожу к компьютеру, открываю программу Aspire, нахожу отпечаток пальца, сохраняю в программе, переношу на флешку и иду к фрезерному ЧПУ станку. Закрепил заготовку к жертвенному столу при помощи 3 брусков и саморезов. Запустил программу, и фрезерный ЧПУ делает все за меня. Благо делает все быстро и просто. Углубление делаю на 3 мм при помощи конусной фрезы, так называемой морковка. На канале работ с фрезерным ЧПУ станком у меня очень много, так что переходите на канал и смотрите. А главное, работы на канале очень красивые и оригинальные.
И на выходе получаем отфрезерованный отпечаток пальца, который далее необходимо будет залить эпоксидной смолой. Но так как я делал фрезеровку со смещением на край, у нас получились отверстия, которые необходимо заклеить при помощи скотча. Смолу за кадром я уже подготовил и закрасил ее белым пигментом. Смолу заливаю поверх отпечатка, делаю это максимально аккуратно, чтобы не выступать за края. Далее сглаживаю при помощи металлического шпателя. Смолу оставляю сохнуть на 18 часов, вернее полимеризоваться. После застывания смолы перехожу в барабанно-шлифовальный станок. Мне необходимо снять лишнюю смолу и откалибровать поверхность. И на выходе получается вот такая красота. Далее при помощи фрезера закругляю края. Делаю так со всех сторон. Ну а далее шлифую орбитальной шлифовальной машиной 320 дерном. На заднюю часть деревянной заготовки ставлю металлическую конструкцию для того, чтобы сделать разметку под будущее крепление. Разметку делаю при помощи удлиненного маркера. Очень выручает. Особенно, когда нужно сделать разметку через профильную трубу. Ну а далее сверлом по дереву делаю 4 углубления. Делаю это специально заранее, чтобы можно было наживить саморезы. Дальше будет удобнее делать покрасочные работы. А покрывать древесину я буду лаком полиуретановым сверхпрочным для древесины Якутия Вот Экстра. Лак водоразбавляемый, высокопрочный, однокомпонентный для дерева. Обладает превосходной устойчивостью к мытью, царапинам, ударам и загрязнениям. Надежно защищает древесину от биозаражений. Не имеет запаха и быстро сохнет. Подходит для паркета, дверей, лестниц и мебели. Наносить можно при помощи кисти либо валика. Я же буду наносить при помощи кисти в 2 слоя с промежуточной сушкой в 4 часа, так как после первого слоя я немножко зашкурю. Лак наношу по волокнам древесины. После работы очистить инструмент можно при помощи воды. В моем случае лак бесцветный, я захотел оставить структуру древесины естественного вида. Но лак можно колеровать как ручным, так и автоматическим способом. И как показала практика, с таким лаком может работать даже новичок, такой как я. Лак ложится ровно и после высыхания остается разводов. После покрытия оставляем сохнуть и на выходе получаем такую красоту. Получилось даже лучше, чем я себе представлял. Ну а теперь необходимо убрать саморезы, нанести силиконовый герметик. Герметик наношу по периметру прилегания металлической конструкции. Герметик силиконовый прозрачный, наношу специально для того, чтобы исключить неплотного прилегания металлической конструкции. Ну а далее устанавливаю конструкцию и прижимаю ее при помощи саморезов. Шуруповертом в некоторых местах уже не подлезть, и поэтому прикручиваю при помощи отвертки. Не удалось показать, как делал ножки. Ножки здесь регулируемые. Для этого просверлил отверстие диаметром 5 мм и нарезал резьбу М6 и вкрутил наши ножки. Друзья, и на выходе получаем вот такую красоту. Я когда планировал себе это делать, думал, будет гораздо сложнее. А оказалось, все делается очень просто. Смотрится шикарно, такое ощущение, как будто заводской. Друзья, ну от вас же я жду обратной связи. Напишите в комментариях, как вам такой стульчик, как вам такое произведение искусства. Понравилось или нет, что бы вы добавили, что бы вы изменили. Если понравился этот ролик, поставьте палец вверх. Обязательно подписывайтесь на канал, дальше будет только интересно. Вам же хочу сказать спасибо, кто смотрит, кто поддерживает. Вам всем крепкого здоровья. До новых встреч. Пока-пока.